Всем привет! Сегодня я хотел бы вам показать вот такой вот прикольный наборчик для рисования манги от Deliter. Deliter — это японский бренд, который выпускает материалы для рисования манги. От перьев до скринтонов. Много-много всего интересного и полезного. Этого видео не было бы, если бы не магазин Mangaka.ru, за что им огромнейшее спасибо за предоставление данных инструментов для рисования на обзор. Mangaka.ru — это магазин принадлежностей для рисования. В нем вы сможете найти вообще любую канцелярию, которая используется профессиональными мангаками для рисования. Ссылка на магазин и на инструменты из данного обзора будет в описании под видео. Переходите и покупайте данный набор по промокоду Yukio Takeru. По данному промокоду вы получите скидку на покупку материалов для рисования манги в этом магазине, поэтому не пропустите возможность. Мне бы хотелось, конечно, показать вам набор, в котором есть не только перья, а еще парочка скринтонов, линеры, перья, туши, бумага, но, к сожалению, получилось достать только вот такой вот набор, в который входят держатель для перьев и 3 основных пера, которые используются мангаками для рисования самой манги. Это Maru Pen, G-Pen и Saji Pen. Также дополнительно мне положили черную тушь Maxon Comic King или Max, не знаю как правильно, и перья и тушь от японских производителей, поэтому качество данных инструментов должно быть на высоте. Так, давайте приступим к распаковке перьев. Честно говоря, первый раз держу в руках вот такие вот перья, вот прям настоящие японские перья, которыми мангаки рисуют свою мангу. У меня есть куча старых перьев, которые вы можете купить в любом канцелярском магазине, но что-то они мне тогда не понравились, когда я ими рисовал. Быстро кончики растрепались, да и в целом толщину было трудно регулировать. Понятно, что не только благодаря плохим перьям у меня это не получалось, а как раз таки из-за моей неопытности. Но в любом случае я тогда перестал ими рисовать. Но мне прям снова захотелось порисовать перьями и тушью и вспомнить вообще, каково это. Классно, что в данном наборе сразу же есть 3 вида пера плюс и сам держатель. Не нужно ничего покупать, да и сам этот держатель очень удобный, как мне показалось. Я, конечно же, видел, что мангаки перевязывают место на держателе, где его держим руками. Правда, не могу понять, для чего это. Может быть, это просто индивидуальные предпочтения. А может, это какая-то своя там у них фишка, и так меньше устают пальцы, не знаю. Что касается туши, то она пахнет почти так же, как и маркеры спиртовые. Запах не противный, так что все хорошо. Про то, насколько она хорошо покрывает бумагу и насколько хорошо держится против маркера, потестим чуть дальше. Давайте же протестим, как рисуют все 3 пера. Для этого я возьму бумагу, которая идет в комплекте, так как я помню, что с прошлой офисной бумагой почему-то я перестал рисовать тушью и пером. Кстати, очень удобно, что в комплекте докинули 3 листочка для теста перьев. Простая офисная бумага очень сильно рвется под пером, поэтому на ней не поделаешь шрифтовых линий и приходится просто вести линию, не отрывая руки от бумаги, что не дает показать себя в полной красе перу. Для начала проверим, как рисует Saji Pen. Данное перо имеет достаточно гибкий наконечник и есть возможность регулировать толщину линии посредством нажима на само перо. Диапазон, конечно, не слишком большой, но им можно регулировать толщину линий. Далее у нас идет перо G-Pen, стандарт среди мангак. Данным пером пользуется почти что каждый мангака, и данное перо принято как обязательное. Прелесть данного пера в том, что у него большой диапазон регулирования толщины линий посредством нажима на него. Можно рисовать как тонкую рывковую линию, практически не нажимая на перо, так и толстую линию, а также варьировать толщину в зависимости от потребностей в рисунке. Будем честны, я всегда мечтал порисовать именно вот таким вот пером, как только начал серьезно учиться рисовать и мечтать нарисовать свою мангу, поэтому то, что оно у меня появилось, безумно меня радует. Осталось только научиться им орудовать и подтянуть основы, а там уже дело за малым.
И что у нас остается? Перо Maru Pen. Прелесть данного пера заключается в том, что он способен прорисовывать самые тонкие линии, которые только можно нарисовать пером. Диапазон изгибания кончика и, соответственно, сама толщина у него очень маленькая. Поэтому толстую линию им, даже если захотеть, нарисовать очень трудно, а может быть даже и невозможно. Как мне кажется, очень удобен для прорисовки лица, каких-либо задних фонов, где очень много мелких деталей, которые трудно прорисовать другими перьями. Также мне интересно, как себя проявляет данная тушь против спиртовых маркеров, так как в большинстве случаев тушь для этого и используется. Для проверки сопротивления туши против спиртовых маркеров необходимо нарисовать линию. После давайте возьмем по одному маркеру разных производителей. На данный момент у меня есть только маркеры из прошлого обзора Sonnet Brush Twin и маркеры Copic Sketch, а также маркеры Copic Ciao. Перед видео я, конечно же, проверил данную тушь на обычной бумаге офисной и дал ей высохнуть немножко, чтобы случайно не стереть саму тушь. Но в итоге тушь расползлась от маркера, что, конечно же, очень плохо. Но давайте проведем каждым маркером по линии и посмотрим, расплывется ли она от этих маркеров только уже на хорошей бумаге. Может быть, было дело именно в бумаге, поэтому вот давайте еще раз проверим. Также хочется проверить, сотрется ли тушь вместе с карандашом, если покрыть тушью рисунок поверх карандаша, предварительно перед этим не стирая простой карандаш ластиком. Для этого нарисуем полоску карандашом, обведем ее тушью и дадим высохнуть хорошенько и попробуем стереть карандаш. И смотрите-ка, против пластика тушь с легкостью устояла без каких-либо проблем. И давайте все же попробуем обвести какой-нибудь рисунок данной тушью и пером. Перья буду использовать по мере необходимости для того, чтобы добиться необходимой толщины.
Ну вот и все, рисунок готов. Надеюсь, вам понравилась работа, выполненная данными перьями. Конечно, тушь меня немножко разочаровала. Я ожидал бы такой от туши русского производства, где как Гамма называется фирма. Но я точно помню, что такую тушь я использовал ранее с китайскими маркерами. Вот она как раз вроде бы даже и не расплывалась, если мне память не изменяет. Так как у меня остались работы, и вот как раз таки вот там все тип-топ. Не знаю, за такую цену, конечно, разочаровала меня данная тушь, что не могу сказать о перьях. Перья просто бомбезные. Их можно попробовать по отдельности купить на этом же сайте, что выйдет намного дешевле. Ну вот как наборчик и без каких-либо заморочек можно взять вот этот. Стоит он 1000 рублей плюс-минус. Также можно еще скинуть цену по моему промокоду, что тоже очень приятный бонус для вас. Спасибо всем за просмотр, надеюсь, вам понравилось данное видео и вы поддержите меня лайком. Для вас это всего лишь 1 секунда, а для меня большая мотивация снимать все больше и больше видео для вас. А также не забудьте написать какой-нибудь комментарий, если вам не сложно. Я думаю, для вас это не трудно, а для продвижения видео он очень сильно поможет. Еще раз спасибо всем за просмотр данного видео и всем пока-пока.